После неудачи с первой игрой, которую мне так и не удалось доделать из-за недостатков знания программирования, я решил начать все с чистого листа. И второй раз взялся за изучение C-Sharp уже по урокам, которые я нашел на YouTube. На этот раз я изучал его сразу в связке с Unity. Дело в том, что на офлайн курсах по разработке мы изучали C-Sharp как отдельную дисциплину. Но, как я выяснил для себя далее, многое из общего курса по C-Sharp в Unity либо используется редко, либо вовсе не используется. Но у всех людей разный уровень восприятия информации и разные цели. Поэтому, конечно, лучше знать все нюансы C-Sharp. Как я и говорил в моем первом видеовыпуске, целью моего видеоэксперимента является рассказ о сложностях начала карьеры в игровой индустрии, без какого-либо образования в этой области. Поэтому я не вправе давать советы, а только хочу описать свой собственный опыт. Одним из моих любимых игровых жанров является First Person Shooter. Я начал создавать контроллер от первого лица по видеоурокам от Breakers. Это суперизвестный канал с хорошей базой знаний для разработки и вообще отличный старт для обучения. Все полезные ссылки я оставлю в описании к видео. Я сделал контроллер игрока от первого лица, дал ему оружие, из которого можно было стрелять. Понятное дело, если есть чем стрелять, надо найти, куда стрелять. И я создал противников, неких левитирующих дроидов. И познакомился с компонентом NavMesh. Этот компонент позволяет в Unity задавать перемещение врагов в игре, чтобы они преследовали игрока, атаковали его и так далее. Сделал несколько домов, научился делать двери, которые открываются и закрываются. Также мне захотелось сделать возможность садиться в машину и ездить на ней по уровню. В общем, это была моя песочница, в которой я изучал взаимодействие между игровыми объектами. Я так и назвал ее словом Sandbox, которое было созвучно с жанром игры Sandbox или песочницы. А set она была потому, что процесс создания игровых объектов и их взаимодействия был всегда мучительным. То код постоянно выдавал ошибки, то коллайдеры не срабатывали, то и вовсе проковыряешься с какой-то проблемой целый день, а окажется, что это глюк самой Unity. Но я упорно шел вперед, и со временем из моих наработок мне захотелось собрать полноценную игру. В этот раз я не стал создавать дизайн-документ, а приступил сразу к созданию игры. И, конечно, как я говорил ранее, это было большой ошибкой. Игра должна быть четко структурирована и задокументирована заранее, потому что, к примеру, добавление нового оружия в игру на середине проекта без изначального планирования будет стоить уйму времени на исправление и потянет за собой кучу багов. В то время на планете Земля вовсю свирепствовал ковид, и постапокалиптический сценарий игры в общем-то лежал на поверхности. Игрок неожиданно просыпался в капсуле для сна в секретном бункере, где сразу получает сообщение о том, что все люди на Земле погибли, и игроку нужно пробраться на секретную базу и запустить космический корабль под названием Setbox к далекой планете, пригодной для жизни. На борту этого корабля находились члены экипажа в криогенном сне и всевозможные экземпляры растений, семян и образцов ДНК. Корабль должен был стартовать с базы в автоматическом режиме, но по какой-то причине система дала сбой, и игроку нужно самому пробраться на базу и запустить его вручную. Я хотел прямо в самом начале игры задать высокий уровень драматизма и кинуть игрока в омут загадочной тайны. В этом мне помогла книга Джереми Гибсона «Геймдев от идеи до реализации» и раздел, где были описаны приемы драматургии. Игрок выходил из бункера, не имея никакого представления, что его ждет, а его ждал мир безмолвия, наполненный внеземными пришельцами, которые вытягивали из недр земли необходимые им ресурсы. Пару слов скажу о визуальной части игры. Графика была в стиле лоу-поли, я бы даже назвал это гипер-лоу-поли. На ранних этапах развития трехмерной графики игры состояли из цветных полигонов без каких-либо текстур. Хорошим примером могут послужить некоторые игры, выпущенные на 16-битных приставках Sega Mega Drive и Super Nintendo, такие как Virtua Racing, Star Fox и Hard Driving.
Такой выбор был потому, что такие трехмерные модели можно быстро создавать в трехмерном редакторе. Во-вторых, я небольшой поклонник реалистичной графики, так как она совсем не оставляет поля для фантазии самого игрока. В-третьих, простые примитивные формы в мрачном, плохо освещенном мире выглядят особенно пугающими. Вы наверняка когда-либо ощущали некий страх, когда шли в темной комнате с фонариком, пугаясь всех теней от домашней мебели. Все потому, что наши глаза воспринимают информацию в трехмерном измерении. И если мы видим, к примеру, дельфина, мы примерно представляем, какой он с другой стороны. Наш мозг дает нам эту информацию благодаря зрительной памяти. И если мы видим причудливые тени, отбрасываемые от различных объектов в темноте, наш мозг, не имея зрительной памяти, пытается представить эту тень как объемный трехмерный объект и достраивает его самостоятельно. Результат, конечно, жуткий, и от этого мозг дает сигнал об опасности. Как следствие, мы испытываем страх. Hey, who's there? Okay, that's enough. Don't come closer. I'm warning you. I'm a sponge. Ah! Oh, it's only you. В общем, на этом дешевом трюке построены многие хорроры, где игрок бегает с фонариком. Но вернемся к сценарию. Чтобы попасть на базу с космическим кораблем, игроку необходимо было найти 3 ключа доступа. Они находились в полицейских участках 3 городков, расположенных на игровой карте. Игроку предстояло посетить их и собрать все ключи. В пути его поджидали различные опасности и ловушки. В игре враги, услышав шум выстрелов, начинали двигаться в их сторону. Эту схему я смог собрать благодаря видео от парня под ником Dechino. Он ведет канал, целиком посвященный игре Doom, где описывалась работа системы тревожности врагов. Мне очень нравится, что в процессе создания игры можно использовать разные хитрости из игр прошлого, так как они до сих пор актуальны. Эти хитрости в совокупности с вашими идеями могут дать отличный результат, даже если ваш уровень разработки еще очень невысокий. Поэтому знание истории игр действительно полезно. Игровая территория была обширной и нужно было передвигаться на машине. Мне всегда очень нравились игры с открытым миром, и я стремился воссоздать что-то подобное. Я сделал несколько видов транспорта и 2 секретных автомобиля. В общем, я пробовал реализовать в игре все понемножку, чтобы прокачать свой уровень знаний в разработке и вообще понимать, как все может работать. У машин кончалось горючее, его нужно было искать в различных локациях. Была также реализована смена дня и ночи. Некоторые игровые объекты можно было разрушить. И, конечно, геймдев классика, уходящая корнями в игру Doom в виде красных бочек, была также реализована. При взрыве они могли наносить урон находившимся рядом врагам. Также игрока ждал скромный, но все же набор оружия. Патроны были весьма ограничены, их нужно было собирать по уровню. В одном из полицейских участков игрок не находит ключа, и нужно догадаться, где он находится, используя подсказку. После сбора всех ключей можно идти на базу, но прихватив с собой оружие, так как там игрока ждал большой сюрприз. Сразившись с боссом, игрок запускает корабль и улетает навстречу новой земле. Если говорить о слабых сторонах, в игре есть кое-какая система сохранений, но она работает не идеально. Опять же потому, что я начал ее делать в середине разработки, изначально не планировав. Но далее понял, что игру без сохранений пройти будет сложно. Работа машин и управление также были не идеальны. Реализация урона при падении с высоты иногда вызывала внезапную смерть игрока. Но в процессе разработки я узнал, как работают многие системы в Unity. Система частиц, шейдеры и анимации, оптимизация и уровни детализации. И, наконец, об ограничении самого движка, такого как небольшое количество одновременно использованных звуковых дорожек. И, конечно, главной наградой для меня стал созданный мной виртуальный мир со своей цепляющей атмосферой. Следующая моя игра, Moonshine Rush, была менее амбициозна и являлась простым раннером. Я собрал ее за 3 месяца с учетом подготовки дизайн-документа. Работать над ней было уже заметно проще, благодаря полученным знаниям. Поэтому лучше учиться делать игры сразу в процессе их создания. Ну и, конечно же, никогда не сдаваться. Да, все, ухожу.